Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, а я сегодня буду декорировать джутом и мешковиной баночку от кофе. Давайте приступать. Итак, я отрезаю от мешковины две полоски. Как раз у меня внизу и сверху у баночки есть такие сужения. И вот как раз таки по ширине вот этих сужений. Снизу и сверху я отрезала полоски и теперь приклеиваю их на полимерный клей. Сразу хочу сказать, баночка у меня неровная. Вот вы видите, она сужается. И в этом месте я пальцами делаю зажимчики. Вот эту лишнюю ткань как бы сжимаем. Потом мы ее отрежем и образуются аккуратные такие шовчики, которые в принципе не будут мешать. Самое главное, пальцами аккуратно выравниваем ткань, разглаживаем, чтобы не было пузырьков. И особенно вот в этих уголочках на местах сужения. А теперь просто аккуратненько все это срезаем максимально близко к стеклу. И потом чуть-чуть еще добавляю клея, чтобы этот разрез не разошелся после высыхания. Вот и все. Получается достаточно гладко и ровненько. Точно так же поступаю с верхней частью баночки. Буквально до горлышка наношу клей на вот это сужение. И точно так же приклеиваю полоску мешковины. Здесь образуются такие же зажимчики, только даже чуть больше, потому что здесь сужение сильнее, верхняя часть баночки чуть уже, чем низ. И также отрезаю ножничками. Вот и все. Баночка, кстати, у меня без крышки, я ее обнаружила. Она у меня завалялась именно потому, что она была без крышки. Но сегодня я вам покажу, как в таких случаях легко и просто сделать достаточно симпатичную крышечку. С мешковиной я закончила, а теперь наношу на руки жирный крем для рук. И мне понадобится джутовый шпагат. Приступаем к декору из джута. Я отрезаю необходимый мне кусочек такой, чтобы удобно было работать, не слишком длинный. Складываю две ниточки вместе. Наношу на руки полимерный клей. Он называется универсальный полимерный клей. И очень хорошо эти две нити смазываю клеем, так, чтобы они ровненько легли, как бы на плоскость хорошо ложились. Получается такая полосочка тоненькая. И теперь эти полосочки я приклеиваю под углом на свою банку, как раз таки на вот это пространство пустое, не заклеенное мешковиной. Промежутки между ними примерно сантиметр, может быть даже полтора. Аккуратненько приклеиваю, очень хорошо придавливайте пальцами, чтобы полоска хорошо легла, и хорошо смазывайте каждую полоску клеем, потому что если клей чуть-чуть подсох уже на смазанной полоске, снова не поленитесь, нанесите клей на пальцы и смажьте полоску, и только тогда уже приклеивайте. После того, как по кругу все приклеили, теперь начинаем приклеивать такие же полосочки, но в другую сторону, и у нас образуется красивая решетка на банке. То есть внизу приклеиваем к полосочке, буквально стыкуем и идем под углом к следующей стыкующейся с нами полоске сверху. И так получается красивый узор. Все просто, но смотрится замечательно. Этот узор очень популярный у мастериц и очень часто используется именно при декоре стеклянных баночек, ваз, потому что стекло прозрачное и очень красиво это смотрится в итоге. Хотя и на непрозрачных поверхностях, поверьте, он тоже красиво смотрится. Я люблю такой узор делать и контуром акриловым. Вы, если смотрите мои мастер-классы, наверняка видели елочные игрушки, которые я расписывала вот таким образом, и тыквочки. То есть это всегда смотрится красиво, на мой взгляд. Вот уже, видите, красиво, можно даже вот так оставить, добавить крышечку, и баночка уже сама по себе красива. Но нужно завершить, спрятать вот эти обрезанные краешки. Для этого я беру такую же полосочку, соединенную с двух нитей, хорошо промазанную клеем. И вот как раз таки на стыках мешковины и нашего узора я прохожу вот такой полоской, декорирую, прячу вот эти краешки. Прохожу в несколько рядов. Внизу сделала 3 ряда, вверху будет достаточно 2. И получается, все края скрываются. И вот эти, получается, горизонтальные полоски дополняют, и мне кажется, они даже смотрится очень красиво и закончено, скажем так, узор выглядит. И такую же полосочку в завершение, чтобы спрятать краешки мешковины, добавлю вверху над горлышком, чтобы уже все аккуратненько закрыть, все неровности. Вот готово все. Идем дальше.
наношу клей на пальцы, снова смазываю ниточку, без этого никуда. Следите, чтобы нить все время была хорошо промазана, а руки были все время в жирном креме для рук. Тогда у вас не будет прилипать ничего. И теперь аккуратненько загибаю кончики, начинаю в руках крутить по спирали. Такой маленький кругляшочек, как монетка. Размер тут уже зависит от того, как вам нравится. Я делаю буквально сантиметровые кружочки. Это будут лепестки моих будущих цветов. Скрутили буквально сантиметр такую лепешечку, кружочек, отрезаем нить. И делаем много таких кружочков. Потом уже разберемся, сколько цветочков нам надо. Я обычно делаю побольше, но имейте в виду, в процессе скручивания, в процессе работы, если вы будете долго сразу много крутить, они высыхают. Если они у вас подсохнут, потом снова смажьте этот кружочек клеем, и он размягчается, либо горячим феном над ними. Воздухом пройдите, они снова станут мягкими, и с ними будет удобно работать. А для того, чтобы цветочки были выразительные, я взяла обычную белую пряжу. Выбеленного джута у меня не осталось, поэтому белая пряжа тоже прекрасно подойдет. Смазываю ее также полимерным клеем и этой нитью делаю контур на каждом кружке. Таким образом у меня цветочки будут очень выразительные, каждый лепесток будет с белой окантовкой. После того, как все это готово, начинаем соединять цветочки. Наношу капельку клея и приклеиваю следующий кругляшочек. Делаем столько лепестков, сколько надо. Подходит количество от 3 до 5, смотря какой цветок вы хотите делать. Можно делать в виде розочек. Я сделаю разные цветочки сегодня. Вот я делаю серединку, сворачиваю один кружочек, прикрепляю к нему навстречу другой кружочек и по кругу теперь добавляем лепесточки. И получается похожий на розу цветочек. Здесь у меня, пожалуй, наверное, уйдет 5 кружочков, и получится такая не очень пышная розочка. Если надо, можно сделать еще ряд, и будет такая уже прям настоящая пышная роза. Есть вот такой вариант. Цветов из джута, в принципе, очень много разных. Можно сделать в один ряд, можно сделать, вот как я вам сейчас показала, просто в один ряд и не добавлять серединку, чтобы не был пышный цветочек. А можно сделать вот такие, как я вам сейчас покажу. 4 лепесточка, соединяем между собой их, склеиваем. Вот можно вот так оставить, уже красиво. Но если вы согнете в центре каждый лепесточек, то получается, ну, на мой взгляд, очень милый цветочек, напоминающий цветочек сирени, кстати. Вот у сирени, если присмотреться, очень похожие цветочки. Еще похожи на фиалки чем-то. Ну, то есть много похожих цветов. И получается, уголочки у лепестков острые, и они очень-очень милые. А теперь покажу вам два варианта листочков, которые я буду использовать в этой работе. Беру джутовую нить, также промазываю клеем, отрезаю 2 одинаковых кусочка, наношу на файл еще дополнительно полимерный клей, чтобы эти кусочки хорошо приклеились, и в виде листочка выкладываю их на файл сразу. Соединяю краешки, и получается вот такой листочек. Теперь беру джутовую нить, также смазанную клеем, несмотря на то, что мы файл промазали, и аккуратненько по ниточке в серединке постепенно начинаю выкладывать по одной ниточке с каждой стороны, то слева, то справа, отрезая каждую следующую ниточку, пока все это не соединится в серединке и не закроется полностью сплошной листик из джута. Чтобы все ровненько ложилось, можно поправлять, как я, пинцетом, щипчиком и любым предметом, которым вам удобно уложить ниточки поровнее. Вот у меня такой листик получился. А теперь беру вот такую пряжу, не джут, а именно обычную пряжу травяного красивого цвета. И делаю 2 ряда, можно и 3 ряда сделать, как вам больше нравится, окантовочку на каждом джутовом листочке. Получится, что листик из джута, но краешки у него будут такого травяного зеленого цвета. И это будет тоже красиво выделяться на общем фоне в работе. И вот теперь он хорошо снимается с файла. Предвижу вопрос, что вы спросите, надо ли смазывать файл клеем. Вы знаете, нет, полимерный клей, вот он очень хорошо в свежем виде снимается с файла, можете ничем его не смазывать. И вот такие листики я сделала, я думаю, этого количества мне будет достаточно. А теперь делаем другой красивый ажурный листочек. Для этого в виде петельки или что-то наподобие капельки смазываем ниточку, складываем ее в виде вот такой петелечки. Делаем одну подлиннее, примерно в 2 раза длиннее предыдущих. И 4 короткие петелечки. Можно 6, в зависимости от того, какой длины листочек вы хотите сделать. Смазываю вот этот первый кусочек
И к нему присоединяю маленькие петельки аккуратненько. Вот и все. И затем хорошенько сжимаем в центре, вот где ножка общая, чтобы все склеилось, соединилось. И получаются вот такие красивые ажурные детальки. Я их называю листочками, хотя они на листочки, может быть, не очень похожи, но смотрятся всегда очень выигрышно в работах. А теперь крышечка. Я обвела горлышко банки на обычном гофрокартоне, вырезала его и с обеих сторон на полимерный клей приклеиваю мешковину. Отрезаю все лишнее, получается вот такой кружочек, обклеенный мешковиной. Далее мне нужно сделать бортик моей крышечки, чтобы она хорошо закрывалась. По размеру у меня уже все прекрасно подходит, так как когда вы обвели баночку, это понятно, что размер вам уже идеально подойдет и крышечка будет хорошо закрываться. Теперь отрезаю полоску примерно около 2 сантиметров из гофрокартона. Только располагайте гофрокартон так, чтобы внутренние полоски в нем оказались в вертикальном положении, тогда у вас хорошо будет сгинаться все это по кругу, изгибаться. И приклеиваю с 2 сторон все это на мешковину, прям вот огибаю эту полоску мешковиной. Естественно, все хорошо промазываем полимерным клеем. Отрезаем, и получается вот такая деталь из картона, полностью оклеенная мешковиной. Теперь я хорошенько делаю прогибы, вот прям сгибаю ее, чтобы она стала гибкой за счет внутренних полосочек в картоне. Отрезаю все лишнее, ниточки. И приклеиваю, наношу теперь уже термоклей, чтобы все быстро приклеилось, потому что с полимерным клеем это будет долго, вы замучаетесь держать и ждать. Термоклей мы наносим, прижимаем руками, и все уже приклеено. Плотно прижимайте по кругу. Лишнее мы отрезаем, на стыке добавляем немножко клея, хорошо все прижимаем. И вот у нас готовая крышечка. Она даже не падает, очень хорошо держится на банке. Так что, в принципе, такая крышка вполне имеет место быть. И для того, чтобы вот этот стык соединения, где мы приклеивали бортик, не был виден, я просто скручиваю 2 нитки джутового шпагата в такую вот скрученную деталечку делаю. Жгутик получается. Этот жгутик приклеиваю по кругу. Вот и все. Крышка готова. А я приступаю к самому интересному – приклеиванию цветов и листьев. Тут уже все зависит от вас. Вы можете располагать их как угодно, в виде букета, в виде какой-то такой полоски, стремящейся вверх, или по диагонали, как вам больше нравится. Все детали приклеиваю на термоклей, чтобы все быстренько не приходилось ждать. И узор у меня вот этот декоративный такой, у меня будет располагаться только с одной стороны баночки. Это и будет лицевая сторона моей баночки. И также я украшу крышку. Остальные 3 стороны я хочу оставить вот именно так, как есть, потому что баночка сама по себе получилась тоже очень красивая. Я сначала приклеиваю листья и цветочки, а потом уже вот начинаю разбавлять вот этими ажурными листиками, чтобы как бы их добавить уже в общую массу для дополнительного декора. Для крышки я оставила 3 цветочка и 3 листика, приклеиваю все так же на термоклей, только не по центру, а сдвигая в одну сторону. На этом работу можно уже завершить, потому что все в принципе готово, но я хочу добавить еще одну маленькую деталь в виде бусинок и добавить эти бусинки в серединке каждого цветочка. И тогда уже, пожалуй, все. Вот такая баночка с декором из джута и мешковины у меня сегодня получилась. Надеюсь, вам пригодится этот мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. И как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!